Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы отправимся в невероятное путешествие по Бангладеш, стране, которая может удивить даже самых искушенных путешественников. Бангладеш– одна из самых густонаселенных стран в мире, скрывает в себе множество уникальных и захватывающих историй. В нашем видео мы расскажем вам о трех самых впечатляющих аспектах этой страны. Во-первых, мы погрузимся в мир невероятной густонаселенности Бангладеш. С населением более 170 миллионов человек на небольшой территории страны жизнь кипит буквально на каждом квадратном метре. Вы узнаете, как люди справляются с такими плотными условиями жизни и какие вызовы ежедневно преодолевают. Затем мы перенесемся в Сундарбаны, крупнейший мангровый лес в мире, который служит домом для величественных бенгальских тигров. Эти хищники, адаптировавшиеся к жизни в мангровых лесах, поражают своим величием и мощью. Мы расскажем вам о жизни тигров и о том, как местные жители взаимодействуют с этими опасными хищниками. И, наконец, мы посетим ярмарку Читтагонга, одну из крупнейших площадок для разборки кораблей в мире. Здесь тысячи рабочих вручную разбирают огромные океанские суда, превращая их в металлолом. Вы увидите, как проходят эти тяжелые и опасные работы и почему эта индустрия жизненно важна для многих людей. Приготовьтесь к увлекательному рассказу о Бангладеш, который откроет для вас новые грани этой удивительной страны. Поехали! Бангладеш– страна с богатой историей и культурой, которая берет свое начало еще с древних времен. Она расположена на пересечении крупных цивилизационных путей, что оставило свой отпечаток на ее культуре и обществе. Страна известна своими густонаселенными городами, живописными деревнями и удивительной природой. Сегодня мы погрузимся в историю этой удивительной страны, рассмотрим ее современные проблемы и достижения, а также постараемся понять, что делает Бангладеш таким уникальным и привлекательным для путешественников со всего мира. Географическое положение Бангладеш определяет ее климатические особенности и ландшафты. Страна расположена в дельте крупнейших рек Ганга и Брахмапутра, что делает ее территорию одной из самых плодородных на Земле. Однако это же географическое положение приносит и множество проблем. Ежегодные наводнения и циклоны наносят значительный ущерб экономике и инфраструктуре страны. Климат Бангладеш тропический и муссонный, жарким и влажным летом и мягкой сухой зимой. Столица страны, Дакка, является крупнейшим городом и экономическим центром, в котором проживает более 10 миллионов человек. Краткая история Бангладеш включает в себя множество значимых событий, начиная с древних времен и заканчивая современной эпохой. Территория страны была частью различных империй и королевств, таких как Маурья, Гупта и Моголы. В 17 веке регион стал частью Британской Индии, а в середине 19 века – частью независимой Индии. В 1971 году Бангладеш добилась независимости от Пакистана после кровопролитной войны. В результате страна обрела свой собственный путь развития и уникальную культурную идентичность. В истории Бангладеш есть множество шокирующих фактов и событий, которые мало известны за ее пределами. Например, мало кто знает, что Бангладеш является страной с наибольшим числом внутренних водоемов в мире. Здесь насчитывается более 300 крупных рек и бесчисленное количество озер и прудов. Это создает уникальную экосистему и возможности для сельского хозяйства. Также стоит отметить, что Бангладеш является мировым лидером по производству джута, натурального волокна, которое используется для изготовления мешков, веревок и других изделий. Исторические памятники Бангладеш также являются важной частью ее культурного наследия. Один из самых известных памятников – древний город Пахарпур, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот археологический комплекс включает в себя руины буддийского монастыря и храма, датируемые 8 веком. Пахарпур является важным свидетельством развития буддизма в регионе и привлекает множество туристов и исследователей. Культура и традиции Бангладеш также являются важной частью ее уникальности. Здесь проводится множество национальных праздников и фестивалей, которые отражают богатую культурную палитру страны. Один из самых известных праздников – Пойла Бойшак – Новый год по бенгальскому календарю, который отмечается в середине апреля. В этот день жители страны устраивают парады, ярмарки и фестивали, а также обмениваются подарками и угощениями.
Искусство, музыка и литература Бангладеш также заслуживают особого внимания. Здесь зародилась уникальная музыкальная традиция, включающая в себя классическую индийскую музыку, народные песни и современные жанры. Литература Бангладеш богата поэзией и прозой, а многие писатели и поэты, такие как Рабиндранат Тагор, получили международное признание за свои произведения. Бангладеш– страна, которую стоит посетить в любое время года, но лучшее время для поездки– сухой сезон с октября по март. В этот период климат более мягкий и приятный для путешествий, а природа расцветает во всей своей красе. Для граждан России для въезда в Бангладеш требуется виза, которую можно получить в посольстве или онлайн. Стоимость визы составляет около $35 США. Перед поездкой в Бангладеш рекомендуется взять с собой необходимые лекарства, так как в некоторых регионах страны медицинские услуги могут быть ограничены. Также важно помнить о безопасности и соблюдать основные правила предосторожности, такие как избегать неблагополучных районов и не оставлять ценные вещи без присмотра. Бангладеш– это страна, где каждый квадратный километр наполнен жизнью. С населением более 170 миллионов человек на территории чуть больше 147 тысяч квадратных километров, эта страна является одной из самых густонаселенных в мире. Здесь плотность населения превышает 1100 человек на квадратный километр. Представьте себе, в Бангладеш на одной площади, равной площади крупного города, проживает столько же людей, сколько в нескольких европейских странах вместе взятых. Эта невероятная густонаселенность создает уникальную и динамичную социальную среду, где люди вынуждены адаптироваться к жизни в тесных условиях. Одна из причин такой высокой плотности населения– плодородная почва, питаемая реками Ганг и Брахмапутра, которые делают эту территорию чрезвычайно продуктивной для сельского хозяйства. Эти реки обеспечивают не только воду для ирригации, но и регулярно наводняют земли, принося с собой питательные осадки. Однако, это же природное преимущество оборачивается и бедствием. Наводнение в Бангладеш– регулярное явление, которое не только разрушает дома и инфраструктуру, но и уносит жизни людей. Несмотря на это, плодородные земли продолжают привлекать людей, создавая условия для плотного заселения. В столице страны, Дакке, проживает более 10 миллионов человек, что делает ее одной из самых густонаселенных мегаполисов мира. Здесь улицы всегда заполнены людьми, автомобили и рикши постоянно курсируют по дорогам, а рынки переполнены товарами и покупателями. Жизнь в Дакке бурлит круглосуточно, и этот городской хаос– неотъемлемая часть ее обаяния. Город постоянно растет и развивается, несмотря на проблемы с инфраструктурой и экологией. В Дакке можно увидеть потрясающий контраст между древними традициями и современными устремлениями. Интересно, что высокая плотность населения влияет и на социальные структуры. В Бангладеш большие семьи живут в тесных домах, где несколько поколений сосуществуют под одной крышей. Это способствует сильным семейным связям и взаимопомощи, что особенно важно в условиях ограниченных ресурсов. Кроме того, тесное соседство, взаимодействие людьми разного социального статуса формирует особую культуру гостеприимства и взаимопонимания. Жители Бангладеш привыкли делиться тем, что имеют, и помогать друг другу в трудные моменты. Однако, густонаселенность также приводит к серьезным проблемам, таким как перенаселение городов, дефицит жилья, загрязнение окружающей среды и нехватка рабочих мест. Власти страны сталкиваются с огромными вызовами, стремясь обеспечить достойные условия жизни для своих граждан. Несмотря на эти трудности, Бангладеш демонстрирует удивительную способность к адаптации и выживанию. Люди здесь научились находить выход из самых сложных ситуаций, сохраняя при этом дух единства и оптимизма. Общественный транспорт в Бангладеш представлен автобусами, поездами и рикшами. Местные жители часто передвигаются на велосипедах и мотоциклах, что позволяет избежать пробок и быстрее добраться до места назначения.
Туристы также могут воспользоваться услугами такси и арендовать автомобиль, чтобы самостоятельно исследовать страну. Местная кухня Бангладеш богата разнообразием блюд и вкусов. Здесь можно попробовать такие традиционные блюда, как бирьяни, рис с мясом и специями, дал, чечевичный суп, и фучка, хрустящие шарики из теста, наполненные острыми соусами и овощами. Национальное блюдо Бангладеш – хилша – рыба, приготовленная с различными специями, подающаяся с рисом. Также стоит попробовать местные сладости, такие как расгула и шандеш, которые пользуются большой популярностью среди жителей страны и туристов. Образ жизни местных жителей Бангладеш отличается гостеприимством и дружелюбием. Здесь принято приглашать гостей на обед или ужин и угощать их традиционными блюдами. Жители страны ценят семейные узы и традиции, что отражается в их повседневной жизни и культурных обычаях. Экономика Бангладеш в основном основывается на сельском хозяйстве, текстильной промышленности и ремеслах. Страна является одним из крупнейших производителей одежды в мире, и текстильная промышленность играет важную роль в ее экономике. Также в Бангладеш развиты такие отрасли, как рыболовство, кожевенная промышленность и производство ювелирных изделий. Транспортная система Бангладеш включает в себя железные дороги, автодороги и водные пути. Страна обладает развитой сетью железных дорог, которые связывают крупнейшие города и регионы. Также в Бангладеш имеется несколько крупных морских портов, которые играют важную роль в международной торговле. Сундарбаны, расположенные на границе Бангладеш и Индии, представляют собой крупнейший мангровый лес в мире и являются одним из самых уникальных природных заповедников на планете. Эти густые леса, занимающие около 10 тысяч квадратных километров, простираются вдоль побережья Бенгальского залива, создавая сложную сеть рек, каналов и болот. Это место не только удивительный природный феномен, но один из самых важных экосистемных комплексов, играющих ключевую роль в защите береговой линии от штормов и эрозии. Сундарбаны – это дом для одной из самых крупных популяций бенгальских тигров в мире. Эти величественные хищники, известные своим величием и силой, являются символом индийского субконтинента. Бенгальские тигры в Сундарбанах отличаются от своих сородичей, живущих в других частях Азии, приспособленностью к жизни в мангровых лесах и умением плавать. Эти тигры являются отличными пловцами и часто преодолевают большие расстояния по воде в поисках добычи, что делает их еще более уникальными среди своих видов. Интересно, что бенгальские тигры в Сундарбанах часто вступают в конфликты с людьми, живущими на окраинах леса. Местные жители, занятые рыболовством и сбором меда, часто сталкиваются с этими хищниками. Несмотря на это, тигры остаются объектом уважения и почитания среди местного населения. Существует множество мифов и легенд о бенгальских тиграх, которые отражают их важность в культурной и духовной жизни людей, живущих в этом регионе. Многие верят, что тигры – это духи-хранители леса, которые защищают его от злых сил. Сундарбаны являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. И здесь предпринимаются значительные усилия по сохранению этой уникальной экосистемы. Однако, несмотря на охранный статус, леса сталкиваются с серьезными угрозами. К ним относятся браконьерство, вырубка лесов и загрязнение воды. Изменение климата также оказывает серьезное влияние на Сундарбаны, повышая уровень моря и угрожая затоплением низменных участков леса. В связи с этим сохранение Сундарбанов и их обитателей, включая бенгальских тигров, является одной из приоритетных задач для экологов и властей Бангладеш. Для туристов Сундарбаны представляют собой уникальную возможность погрузиться в мир дикой природы и увидеть бенгальских тигров в их естественной среде обитания. Организованные экскурсии и сафари по мангровым лесам позволяют наблюдать за редкими животными и птицами, исследовать лабиринты рек и каналов, а также познакомиться с местной культурой и образом жизни. Посещение Сундарбанов – это незабываемое приключение, которое оставляет глубокий след в сердце каждого, кто побывал в этом магическом уголке нашей планеты. Природа Бангладеш разнообразна и удивительна.
Здесь расположены многочисленные природные парки и заповедники. Путешественники могут посетить такие популярные места, как холмы Читтагонга, пляжи Кокс-Базара и озеро Каптай, чтобы насладиться красотой природы и уникальными ландшафтами. Современные социальные и политические проблемы Бангладеш включают в себя борьбу с бедностью, улучшение здравоохранения и образования, а также решение экологических проблем. Страна активно работает над улучшением инфраструктуры и повышением уровня жизни своих граждан. Важную роль в этом процессе играют международные организации и партнеры, которые помогают Бангладеш справляться с вызовами и достигать устойчивого развития. Научные и технологические достижения Бангладеш включают в себя разработки в области сельского хозяйства, медицины и информационных технологий. Страна активно развивает инновации и поддерживает стартапы, что способствует ее экономическому росту и развитию. Одним из значимых достижений Бангладеш является создание крупнейшей в мире крытой фермы по выращиванию креветок, которая обеспечивает значительную часть мирового рынка морепродуктов. Ярмарка Читтагонга, расположенная на побережье Бангладеш, является одной из крупнейших площадок для разборки и переработки кораблей в мире. Это место, известное как Читтагонгская судоразделочная верфь, представляет собой уникальное и шокирующее зрелище, где тысячи рабочих занимаются разборкой огромных океанских судов. Корабли, которые уже не могут эксплуатироваться, отправляются сюда, где их постепенно превращают в металлолом и перерабатываемые материалы. Этот процесс начинается с того, что массивные суда намеренно сажают на мель вдоль побережья. Затем рабочие, вооруженные только простыми инструментами, начинают постепенную разборку кораблей. Они вручную разбирают каждый элемент судна от корпуса до внутренней инфраструктуры, используя резаки, молоты и другое простое оборудование. Работа здесь чрезвычайно опасна и трудоемка, и часто выполняется без достаточных мер безопасности, что делает ее еще более впечатляющей и шокирующей для наблюдателей. Читтагонгская ярмарка привлекает внимание своими масштабами и уникальными условиями труда. Это место обеспечивает работой тысячи людей, многие из которых приезжают из сельских районов в поисках заработка. Однако условия труда здесь крайне тяжелые и опасные. Рабочие часто сталкиваются с токсичными материалами, риском обрушений и пожаров. Несмотря на это, для многих из них работа остается единственным способом поддержать свои семьи. Судоразделочная верфь Читтагонга играет важную роль в экономике Бангладеш. Она не только предоставляет рабочие места для большого числа людей, но и способствует значительному сокращению импортных затрат на металлы и другие перерабатываемые материалы. Металлолом, полученный из разобранных судов, используется в строительстве, производстве и других отраслях, что делает этот сектор важным звеном в экономической цепочке страны. Для туристов и исследователей это место предоставляет собой невероятное сочетание промышленного масштаба и человеческой истории. Посещение Читтагонгской ярмарки позволяет увидеть, как современные технологии и традиционные методы переплетаются в одном из самых экстремальных промышленных процессов. Это место вызывает сильные эмоции и оставляет незабываемые впечатления, показывая силу человеческой выносливости и адаптации в условиях, которые кажутся невозможными для большинства из нас. В заключение хотелось бы отметить, что Бангладеш – это страна с уникальной культурой, богатой историей и ярким будущим. Несмотря на многочисленные вызовы и проблемы, страна продолжает развиваться и привлекать внимание туристов и исследователей со всего мира. Бангладеш – это место, где можно найти вдохновение и новые впечатления, узнать о традициях и обычаях, а также насладиться красотой природы и гостеприимством местных жителей. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам было интересно узнать больше о Бангладеш. Если вам понравилось наше путешествие, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории о самых удивительных уголках нашей планеты. Также приглашаем вас присоединиться к нашему каналу в Телеграме, ссылка в описании под видео. Там вы найдете много полезной информации для путешественников, сможете задать вопросы и получить ответы от опытных туристов. Спасибо за ваше внимание и до новых встреч!